Если вы можете понимать мою речь, видите меня и включили это видео самостоятельно, то, скорее всего, вы Homo sapiens. Это не все, чем я хотел вас удивить. Наши предки сформировались уже порядка 200 тысяч лет назад. И как только они обустроились, жизнь устаканилась, чилить немножко поднадоело, кто-то из ваших родственников, а может быть и родственниц, сказал: так хочется на море. Homo sapiens стал кочевать. Пожили тут, пожили там, с собой у них шкура мамонта и 3 детей. Не всегда даже одетых. Я это все к чему? Даже спустя 200 тысяч лет среди нас тоже есть кочевники. Вместо палки у них лэптоп, а вместо пещер, скорее всего, коворкинги. Даже сидя на этих качелях, благодаря современным технологиям, я смог поговорить с некоторыми из них. Посмотрите. Как правильно говорить, номад или номад? Если говорить на казахском, на русском, то это номад, да, но иностранцы говорят nomad, digital nomad. То есть, это в зависимости от языка. Так, сколько у меня лет? 28 лет, вырос я в России. Я дизайнер интерфейсов. Работаю на компании, работаю удаленно. Я графический дизайнер был раньше, а на данный момент я, в принципе, только иллюстрацией занимаюсь, поэтому можно сказать, что иллюстратор. Ксюша, это твой единственный чемодан на фоне? Нет, это мой второй чемодан, купленный уже здесь, в Грузии, потому что я приехала сюда со своим парнем Антоном. Мы приехали на несколько месяцев, на зимние месяцы, и когда началась пандемия, мы поняли, что пора запасаться летними вещами. Сейчас за нашим с тобой диалогом пристально следят 2 человека, которые сзади у тебя на фотографии. Кто это? Это мои родители. Я всегда эту фотографию ношу с собой, где бы я ни была, то есть она как некий талисман. А мы уже начали? Мы так, разгоняемся потихоньку. Окей. Чем я занимаюсь? Я работаю на геймдев компанию, если быть точным. И, я всегда говорю, что я делаю все, что не делает никто другой. Это ужасная просто позиция, потому что реально на меня сваливается просто все, что не может сделать кто-то другой. Вообще я занимаюсь тем, чем я занимаюсь в жизни. Это travel, релокации там всякого рода. Все, что касается перемещения людей куда-либо. Я в основном путешествую одна. Последнее путешествие. Как это сказать? В общем, прошлое путешествие, скажем так. Да. Я была с другом, мы частично жили вместе, частично там просто тусили в одном городе, но в основном я всегда ездила и езжу сама. Это я и моя девушка, мы как кочевники, наверное, молодые ребята, которые только-только идут на путь того, чтобы ехать за границу и дальше путешествовать по миру. Сейчас у нас в планах Черногория на зиму. В общем, я в Колумбии жила полгода. После этого мне ничего не страшно. Да не, на самом деле, да, страшно. Я путешествую с молодым человеком, он тоже диджитал-номад, и вообще это решение стать диджитал-номадом пришло ко мне из-за личных соображений, в том плане, что у нас были отношения на расстоянии, и мы решили, что надо попробовать пожить вместе, а так как он с одной стороны, я с другой стороны, нам нужно было найти нейтральную территорию, чтобы испытать, так сказать, наши отношения. И мы почему-то решили, что это Гонконг, потому что там безвизовый режим для Казахстана. Я полетела туда, он полетел, и мы, в принципе, там себя и проверили. А откуда твой друг? Мой друг из Италии. Я приехала в этот город, у меня нет жилья, идет дождь, и, в общем, я ходила с потерянным видом, меня остановил какой-то ланкиец и стал рассказывать, что у него гестхаус, но он был такой, этот ланкиец, он был какой-то стрёмный, что-то в нем было, в общем, не так, и я это... а мне деваться было некуда, поэтому... Первый день, я там 2 ночи останавливалась, он первый день просто от меня не отходил ни на шаг, и что-то там, то давай пойдем туда, то Может в ресторан. быть, он был гостеприимный и заботливый. Может быть, ты не так поняла? Ой, не знаю.
Когда на вторую ночь я выяснила, что в гестхаусе не осталось никого, кроме меня и его, и когда я обнаружила, что моя дверь закрыта изнутри, вернее, снаружи, мне так уже все сомнения о том, что он просто гостеприимный, отпали. Причем я потом еще нашла, уже когда я приехала, заселилась уже на вторую ночь, я нашла отзывы на, ну, там, как он, TripAdvisor про его гестхаус, и они, в общем, от одиноких девушек были однозначные. Типа, бегите оттуда. Ну, в общем, тебе некуда бежать, у тебя дверь закрыта. у меня дверь закрыта, я через окно сбежала. Ты правда сбежала прям, да? Да, я сбежала в 5 утра. Набор твоих клиентов – это всегда какие-то приходящие и уходящие люди, или ты получаешь зарплату от какого-то отдельного клиента на протяжении долгого времени? У меня фриланс полностью, вот сколько я работаю на фрилансе, у меня всегда идет смена клиентов. У меня постоянки практически нет. Бывают длинные проекты, ну там 3 месяца, 4 месяца, но и то их в год, наверное, бывает 2, а все остальное у меня постоянно идет текучка. Вот, я недавно случайно устроился на постоянку. Я не знал, что это так. Случайно? Случайно, да. Это как это получилось? Мне ребята предложили пробный проект, я его сделал, они пропали на 2 месяца, спустя 2 месяца появились, прислали договор и говорят, вот давай будешь как бы работать с нами на проекте. И оказалось, что это очень долго, и соглашение я подписываю, типа как на постоянную работу. По году, наверное, я сотрудничаю с людьми. Плюс всякие разные, кто приходит попутно. У меня есть своя компания, которая занимается именно работой в сфере маркетинга. Мы делаем веб-сайты. И вот буквально недавно тоже защищала одну стратегию, там вот группа людей, клиентов, и им все понравилось тоже. И каждый из этих людей, который был в группе, да, захотел свою стратегию на какой-то дополнительный проект. Я такая, опа, круто. Послушай, чтобы все понимали, о чем мы говорим, я под стратегией понимаю путь развития какого-то направления от А до Я, да? Да, в целом все верно, но мы размышляем, давай вот конкретно маркетинг. То есть стратегии бывают разные, но я именно в маркетинговой плоскости, если говорить, то это, скажем так, какая-то аналитическая часть, допустим, если бренд новый или который переживает какой-то кризис, да, скажем, в продажах или там репутационный кризис, ему нужна стратегия, он хочет понять, что делать со всем этим, хаосом. И ты делаешь ресерч, ты смотришь, как у него там конкуренты живут, ты прописываешь ему правильное позиционирование с учетом там трендов, с учетом того, что хочет от него получить его аудитория. И потом говоришь, что вот, чуваки, такой вот контент вам нужен, такие вот площадки, и условно, допустим, давайте, чтобы все это красиво зашло, еще и завернем это в спецпроекты какие-то креативные. Под спецпроектами я подразумеваю какие-то, может быть, социальные ролики, либо какие-то платформы информационные, в зависимости от клиента. Ты приехала на Бали, а там нет интернета, что делать? Так там нигде нет интернета. Во-первых, при выборе жилья очень внимательно отношусь к этому вопросу, вплоть до того, что пишу хостеру заранее, что мне это важно, оставляю за собой таким образом возможность, в случае, если я приеду, интернета не будет, пожаловаться Airbnb или другой площадке, где я бронирую, и сказать, не предоставлена услуга обещанная, так что снимаем бронь. Мы когда искали жилье на Airbnb, прикладывают скрины, да, то есть в подтверждение того, какая скорость. То есть они прям сами это делают. Лайфхак про жилье. Я до этого года так не знала. Я почти всегда жила либо на каучсерфинге, то есть бесплатно у людей, либо на Airbnb, когда я уставала от людей, и мне нужно было побыть одной. Сейчас я снимаю как на долгий срок. Просто заходишь на Facebook и пишешь там название города, и пишешь «Digital Nomad». Да. И, я не знаю, скорее всего, так работает в любом городе, но в Лиссабоне из-за того, что много диджитал-номадов, там куча этих групп фейсбучных, и там есть отдельные группы типа Accommodation for Digital Nomads. И там иногда люди пересдают, допустим, человек уезжает куда-то на 2 месяца, он не хочет терять свою аренду, и ему выгодно кому-то пересдать на эти 2 месяца. Называется subletting по-английски. И вот ты как бы на эти месяц, на 2, неважно сколько, выкупаешь там комнату или квартиру у какого-то
локала или не локала, неважно у кого. Вот это самый оптимальный для меня сейчас способ, потому что ты как бы у тебя есть свое постоянное жилье, но это обходится по цене местных. То есть на Airbnb, понятно, ты заплатишь там в 3 раза больше за такой срок. Работать как? Из дома, коворкинг. Была боязнь, что дома будет лениво, просто не захочется ничего делать. И начались поиски коворкинга. В итоге оказалось, что в коворкинге еще больше каких-то моментов отвлечения, новые люди, со всеми хочется поболтать. И пришлось работать дома. И вот получилось построить режим работы из дома прям суперски, на ура. У меня просто эта статья расходы коворкинг, она мне не нравится. Мне кажется, что я могу потратить деньги куда продуктивней. И я слежу, когда есть какие-то, допустим, типа бесплатные дни в коворкинге, тогда я иду в коворкинг. В обычные дни, просто это на месяц будет стоить тебе, допустим, 150 евро. И, это в Лиссабоне, я не знаю, как в других городах. Там в Берлине, в каком-нибудь Париже, скорее всего, еще дороже. Короче, мне не нравится тратить на это деньги. Страшно ли болеть? Температура у тебя 40, а воды некому подать. Что делать? Есть ли медстраховка? Если есть, то дорогая. И обязательно ли ее оформлять? Дело, на самом деле, каждого. Вообще по здоровьюшку своему стоит посмотреть. Если вы не шибко рисковый, который склонен переломать себе кости и там оторвать голову, и если вы не слишком часто болеете, по жизни, в принципе, то я на самом деле не парюсь делать страховку. Твой работодатель нейтрально, не негативно относится к тому, что тебя физически невозможно увидеть? Они не знают зачастую. Скоро Я узнаем. думаю, что, я никогда не говорю, где я, у нас нет созвонов, поэтому, собственно, я могу работать откуда угодно. Поначалу скептическое было отношение, потому что, может быть, не стоит нам как-то удаленно работать. То есть я подошел к руководителю и говорю, все, хочу в будущем, через несколько месяцев перебраться на удаленку. Как ты на это смотришь? Он мне сказал, что не знает. Наверное, не очень хорошо на это смотрит. Посмотрим дальше на твою работу. Как ты будешь справляться с обязанностями. Конечно, я постарался изо всех сил, насколько это возможно, показать себя хорошо. И когда показал себя уже на ура, тогда я пришел и просто сказал, что все, я собираюсь на удаленку. Мы договорились. Тут еще коронавирус сыграл, конечно, свою роль. Нас всех перевели на удаленку, я сказал, что просто не вернусь тогда. В общем, когда я только уходила, мне сказали, что им все равно, им главное, чтобы результат был. Мне кажется, такая философия сейчас почти у всех IT-компаний, что им не важно, во сколько ты делаешь свою работу, главное, чтобы результат был. Но сейчас у меня немножко сменилось руководство, и что-то там, какие-то начинаются вопросики, так сказать. А что, это Полина гуляет? И, я понимаю, почему у них такие вопросы. И я понимаю, что это вызывает, наверное, много вопросов у сотрудников других, а чего это ей можно, а нам нельзя. Хотя никто не сказал, что им нельзя. Это их выбор. Они не спрашивали просто. Они, во-первых, не спрашивают, во-вторых, они не готовы так жить. Поэтому, это всегда личная ответственность. Были ли периоды, когда допустим, наступила пандемия или что-то еще, когда долгий период времени нет работы, и ты думаешь, пойду-ка я куда-нибудь... Пойду-ка я в пятерочку! У меня в голове пятерочка сейчас была реально. Развею миф вообще сразу. Я много общаюсь с фрилансерами-новичками, они у меня советуются и так далее. Что я знаю на своем уровне, что я знаю от новичков. Клиенты есть всегда, заказы есть всегда. И их поток, если ты наладил хоть какой-то источник фриланс-заказов, у тебя всегда будут заказы. Я тоже проходил, и, не один раз, может, пару-тройку раз точно. Нет в этом ничего страшного. Просто начинаешь усерднее работать на себя, а не на кого-то. Вопрос в том, какие именно это будут заказы. И чем более опытным ты становишься, и чем более этот отбор, какие заказы ты берешь, какие не берешь, у тебя становится более тщательным. Как ни странно, я столкнулась с недовольством потоком заказов на 5-й год работы. Потому что у меня большой поток заказов, но не все мне нравятся. Я сейчас работаю над тем, чтобы у меня был поток заказов только тех, которые мне нравятся. Это реально, это достижимо. Такого, что кушать нечего, не было ни разу за мою практику вообще. Короче, есть такая фишка, которую я просекла в жизни.
когда ты оказываешься в безвыходной ситуации, то ты начинаешь решать проблемы с фантастической скоростью. То есть это вот я сейчас думаю, что я не найду работу за такие деньги, мне комфортно и так далее. Я уверена, что как только я потеряю работу, я через неделю найду новую работу. Ну, как бы, если мне нужны будут финансы именно от фулл-тайма, я найду работу. Исходя из твоего уже богатого опыта, как много нужно заработать номаду, чтобы комфортно существовать на протяжении месяца? 1070-80 рублей, то уже окей, уже можно. Как минимум 2000 евро, как минимум. В целом 1500-2000 долларов. Уровень жизни у людей совсем разный. Я, наверное, для себя посчитала самая минималка, с которой комфортно и безопасно. То есть с каким-то вот таким вот люфтом на случай непредвиденных там, каких-то историй. Я бы на Бали поехала с месячным доходом не менее $1000 в месяц. А чтобы было комфортно, 3-4 тысячи евро. На одного человека? Да. Мы планируем 100% бюджет не менее чем на 3 месяца вперед. Потому что без планирования я не представляю даже, как можно хорошо держаться на плаву в такой нестабильной обстановке. Ну, то есть работа, жизнь, там, постоянно что-то новенькое. Где-то должна быть стабильность. В первую очередь финансовая. Очень благодарна пандемии за то, что она меня очень сильно напугала. Ну, то есть у меня не было никаких проблем, то есть все было ок, я там не потеряла работу, ничего такого, у меня финансового краха не было, но я впервые задумалась вообще о том, что у тебя должна быть подушка безопасности, там, что у тебя должны быть деньги, там, если вдруг что-то случится, там, если у тебя нет работы, еще что-то. И только вот в марте этого года я начала откладывать деньги, ну, так сказать, не на черный день, а как подушку безопасности. Твоя работа всегда была удаленная, да? У меня была когда-то офисная работа где-то, наверное, года 1.5, и, в общем, она меня устраивала. Это была довольно прикольная работа. Я работала переводчиком в компании, которая делает игры. Вот, немножко переводила, немножко тексты помогала писать. Но после этого я так пару лет, наверное, была в свободном плавании. То есть у меня было несколько проектов по СММ. Там нужно было иногда приходить в офис. Типа, не знаю, раз в неделю. Или если организовать, то можно было там раз в месяц появляться. И таким образом у меня появилась возможность куда-то уезжать. Ну, не совсем в отпуск, но и не торчать в одном городе. Я закончила универ, нашла первую фулл-тайм работу, и это был офис. И через 3 месяца я поняла, что я скоро умру. Вот, и я попросила, чтобы меня отпустили. И меня отпустили. Ни разу в жизни ты не работал в офисе? Нет, я один раз работал на стройке, но мне не понравилось. Это было очень давно. Я верно понимаю, что с того времени, как ты стала номадом, бытовых проблем у тебя стало меньше. Убираться потом уберусь, готовить я где-нибудь поем, ничего страшного. А я сейчас все равно переезжаю из этой Колумбии, зачем мне сейчас полы мыть? Я потом помою. Верно? Вообще-то да. Вообще-то, если честно, иногда я думаю... Ну, то есть вот здесь, когда я живу, я там раз в месяц вызываю клининг. Начнем с того, что в Южной Америке, в принципе, там такая культура, что даже, ну, если ты такой средний класс, у тебя все равно есть помощники, то есть кто-то приходит там раз в неделю, как минимум, наверное. Короче, в среднем раз в неделю приходит клининг-леди и делает все по красоте. Вот такое в Колумбии было, в Аргентине, в Бразилии я, такого, тоже такое есть, просто я с этим не сталкивалась. Вот, и иногда так получается, что да, думаю, а зачем вообще кого-то вызывать, если я все равно уеду через неделю? Нет, так нельзя. В смысле? Да так. Ну, то есть, ты как бы приехал к человеку жить, он тебя пустил пожить в свое жилье, пусть даже за деньги. То есть,
я не могу оставить жилье очень грязным. То есть даже если придет уборщица, то есть как бы есть определенная граница, после которой как бы ты думаешь, блин, ну я что, свинья, что ли? Как бы что про меня подумают люди? Я верно понимаю, что с мамой ты видишься совсем не часто? Ну да, последний раз вот видела ее 2 года назад. Правда? Как к этому относится мама? Мне кажется, она очень тоскует. Она тоскует, но мы очень часто созваниваемся с ней, практически каждый день, благо как бы все позволяет, технологии сейчас такие довольно-таки развитые. Хотя в Дубае это очень сложно, потому что тут блокируют все мессенджеры, поэтому приходится через VPN созваниваться, есть свои нюансы. Но в целом все замечательно, я помогаю ей, она рада за меня, потому что у меня все сложилось как нельзя лучше, да, то есть ну, как бы я из маленькой семьи, даже не из столицы родом, а из Атырау, не из самого Атырау, из рыбацкого поселка, да, то есть когда ты была маленькой, говоришь, что вот у меня будет такая жизнь, никто не воспринимал это серьезно, да, то есть сейчас это для кажется каким-то таким нереальным сном, и для моей мамы это кажется что-то вау, она гордится тем, что я могу себе позволить жить, где я захочу, то есть для нее это что-то такое из разряда я осуществляю мечты, которые у нее не получилось осуществить. Поэтому она меня всячески поддерживает, хотя совершенно не понимает, чем я занимаюсь. Когда я говорю, мам, я там копирайтер или... Ну, есть, ты кушаешь, кушаю, там, деньги есть, ну все, тогда ладно. Моя семья, она как-то типа привыкла, что я всегда где-то там. Потому что еще до путешествия за границу я поехала, пожила там в Питере, поехала, пожила в Москве. Меня, в принципе, так с универа, со 2-го курса особо никто и не привык видеть на постоянке. Близкие нормально отреагировали. Они, правда, иногда как бы переживают, что мы не рядом. Но нормально. То есть никаких непоняток не было. Никто не говорил, что я развожу иностранцев на деньги, или вот где-то недавно я видел такое. А как это возможно? Подожди, разводишь иностранцев на деньги? Как можно подумать? Где-то я читал, что некоторым фрилансерам родственники как бы говорят, что вся их работа заключается в том, чтобы разводить иностранцев на деньги в интернете. График работы и жизни. Как быть номадом, фрилансером, путешествующим человеком так, чтобы и клиенты были довольны, и жизнь мимо не приходила? Блин, на самом деле удобнее всего работать с кем-то, у кого часовой пояс сильно отличается. Отлично. Прям вот если подгадать, очень удобно. То есть пока я был на Бали, у меня разница с Москвой была 5, по-моему, часов. Ну, и это было удобно, если подстроить. А сейчас я работаю с клиентом из США, и у нас разница в 11 часов. То есть я успеваю проснуться, позаниматься своими делами, там, не знаю, сходить на море, погулять, не знаю, поесть, попить, поделать какую-то работу. И к тому моменту, когда они просыпаются, я как бы, типа, я все сделал. Все хорошо, ребята. И все, и пошел спать. Как бы они пока разберутся, пока сообразят, какую обратную связь дать и так далее. Очень удобно. Вообще, начнем с того, что Бали отдельно, если брать как местность. Свой график надо подбить под это место, потому что, так как это близко к экватору, там темнеет в 5-6 часов вечера. Если ты будешь поздно вставать, как это делают многие фрилы, встают в 12, там в час, кто-то даже позже, ты реально не будешь видеть света белого, и КПД от того, что ты приехал на Бали, сводится просто к нулю, потому что ты видишь только комнату. Поэтому на Бали лучше вставать пораньше. С этой задачей я справлялась плохо, когда мы там жили. Вот. Но вообще в идеале там вообще вставать в 6 утра. То есть 27 лет ты бросила все, что было, и за бугор. Да, именно так и было. Какая первая страна была, которую ты посетила в качестве номада? Да, я поехала с билетом в один конец в Таиланд. Мне кажется, многие так делают. Вот именно, короче, Москва, Бангкок и новая жизнь. Перед первой поездкой на Бали, я помню, мне казалось это таким сложным все. Ну, я просто часами сидела в блогах про Бали, и, в принципе, там этот форум Винского и блог Бали-блогер, так и называется сайт. Там вся есть информация, в том числе по визам, да, чтобы не накосячить, как сделать, если ты едешь на полгода, как сделать, если ты едешь на 2 месяца, как сделать, если ты едешь там на 3 года и так далее, чтобы это было законно. Просто надо дотошно,
очень подробно изучить информацию и желательно информацию из разных источников. Вот чтобы не попасть в проблемы, надо не идти на компромисс с собой, типа, я сейчас в кабинетом разберемся, наверное, вот так. Надо быть уверенным, что ты знаешь, какие правила будут действовать на тебя. По крайней мере, если тебя остановят в аэропорту, ты должен знать, на что ссылаться, чуть ли не сохранить там это себе в телефон скрином какой-нибудь закон, чтобы его показывать, если что, работникам аэропорта. Чтобы такую уверенность получить, вплоть до того, что я собираюсь обратиться в представительство типа России в Грузии и спросить: ребята, если я полечу в Германию, дайте мне бумажку, что мне можно. Вот и все. Какая страна наиболее привлекательна для тебя в следующую поездку? Сейчас для меня привлекательно выглядят страны Европы, но я рационально смотрю на деньги и понимаю, что в пуле моего выбора не любая страна Европы, потому что при моих доходах и при моих запросах на качество жизни лучше я буду жить в недорогой стране, как то, например, в Португалии. Это в Сочи. Сочи. Все на чили, все отдыхают, постоянно тепло, зимой плюс 18. Нам повезло, по крайней мере, зимой точно. Скажи, а ты чем занимаешься, кроме работы? У тебя есть какие-то хобби, может быть? Ты, не знаю, читаешь как не в себя? Или смотришь на серфингистов, понятно, я понял, да. Может быть, что-то еще? А это будет прям вот видеоинтервью, прям везде. Во-первых, я очень люблю готовить и пить. Ой, подожди, пить это потом. Готовить и делать алкоголь, типа коктейли. Я сертифицированный бартендер даже. Я прошла курсы. Но в том числе я люблю потреблять. То есть люблю ходить там по всяким кафе, что-то. Либо, допустим, есть у местных. Это тоже мое любимое просто. Ну и, так сказать, пить вино и пить алкоголь в других местах. На работе очень тяжело там посвятить себя всем этим вещам. То есть там бег, верховая езда, учился на маленьком самолете частном летать. То есть все вот эти моменты на работе не реализуются, потому что сидишь в офисе. Когда работаешь удаленно, всегда можно график подправить. Я пишу книгу. Это моя самая большая цель, на самом деле. Мечта, с которой все начиналось, это стать писателем. Я к ней еще не пришла, но я к ней иду. Я думаю, я к ней приду в ближайшие годы, да. Так получилось, что как бы то, что я рисую, это одновременная работа и хобби, поэтому я не сильно от этого страдаю. Ну, если взять спорт, может, какой-никакой, это будет там, 1,5 часа в день. Номад с российским паспортом, он какой? Он трудоголик, он неприхотливый, он на все готовый. Какой? Есть какие-то специфические черты человека, по которым можно сразу сказать: о, этот из России? Я хочу отметить, что русские нытики часто жалуются. Часто я не знаю, почему. Ну, типа, чаще всего он скорее всего, будет жаловаться, что у него что-то вот хостер не то сделал, там его плохо встретили, еще что-то пошло не так, и в этом все время кто-то виноват на него сам. Но если в отношении работы, то пашут. Мы вообще очень много работаем. Ну, я имею в виду, что мне кажется, что русские люди работают много, приучено больше работать, чтобы больше заработать. Вот как-то так. Людям всегда мало денег, другими словами, да? Ну, если они работают на русских клиентов, то да. Зависит от страны. То есть в каких-то странах все сливаются, в каких-то странах это очень заметно. Как людям, которые сейчас тебя смотрят, взять, бросить работу в офисе и стать такой же хотя бы наполовину, как ты? 1 день в неделю работать как фрилансер. Соответственно, наладить какие-то каналы потока клиентов. Потом, возможно, если работа позволяет, еще сократить количество офиса и увеличить количество фриланса, либо подкопить финансовую подушку и уже бросить офис. Просто попробовать. Она всегда может вернуться на работу в P2. Ее опыт никуда не денется. Ее трудовая книжка, или там, о чем люди беспокоятся, никуда не исчезнут. Они всегда будут рядышком, все знания, они хранятся здесь, они у нас в голове. И опыт всегда у нас за спиной находится. Просто надо попробовать. Не получится, пожалуйста, всегда можно вернуться и сказать папе: блин, папа, ошибалась, больше не буду. А если получится, то сбудется мечта и будет очень-очень круто. Все в Инстаграме там что-то шляются где-то, эти диджитал-номады, про них статьи, они якобы какие-то там супер счастливые люди, которые живут где угодно.
Но если твое счастье в другом, в том, что у тебя там дома собака, ребенок или еще кто-то, да круто. Ну, зачем тебе куда-то идти? Короче, это все вот эта вот проблема ложных желаний. То, что мы смотрим, и нам кажется, что мы этого хотим, но на самом деле нет. Так что первое, что я посоветую любому человеку, который сидит в офисе и думает, вот я хочу, задуматься, реально ли он этого хочет. Может, ему просто нужно, не знаю, поменять работу, и это будет делать его счастливым. Счастье быть свободным. Счастье в любви к себе и в бабле.